Куда вы ездите? Привет, друзья! Мы на немецком автобане. Вот все вместе. Дети слушают сказку сзади, а мы можем с вами поговорить. Я вам расскажу. Первое я покажу. Вот я еду по автобану. Я включил 135 километров на постоянную, но не могу их ехать, потому что все едут максимум 120-125. Это я напоминаю про автобаны, как все передвигаются и так далее. И куда мы едем? Мы едем к парню, который на своей Model S проехал уже больше 900 тысяч километров. Он живет недалеко от Штутгарта. Мне интересно посмотреть на эту машину. Я думаю, вам интересно будет тоже, потому что 900 тысяч километров. 900 тысяч километров на электромобиле. Что от нее осталось? Понадобится ли нам совок с веником для того, чтобы ее сместить? Или это полноценный автомобиль? В общем, все рассмотрим, все покажем и расспросим у человека по максимуму. Вот суперчарджер, на котором мы остановились по дороге зарядиться. У нас есть 30 минут времени, попробую все успеть. Надо забежать здесь в обувной аутлет с детьми. И вам покажу будущее зарядного немецкого автопрома. Вот такие вот зарядки. Мне очень часто начали попадаться рядом с суперчарджерами на вот таких вот больших заправочных комплексах с Макдональдсами, с отелями и так далее, и так далее. Но вот на что хочу обратить внимание. На то, что у Теслы на их суперчарджерах нет никаких ни экранчиков, ни кнопочек, ни разъяснений, ничего. Вы просто берете пистолет. Вот такой вот. Здесь я его не могу вытащить. Он тоже заблокирован. В общем, у Теслы, кстати, он разблокирован. Можете брать его, крутить все что угодно. Вы просто берете пистолет и вставляете в машину. Все. Дальше сама машина вам считает, что вы должны, что не должны, сколько у вас на счету и так далее. Бесплатный у вас суперчарджер или платный суперчарджер. Здесь же вы купили, допустим, Porsche Taycan, да? Может быть, это будет классная машина, я надеюсь. И вам постоянно надо понимать, на каких зарядках вы будете останавливаться. То есть все они разных компаний. У каждой будет свой тариф. Вы будете приезжать, выходить из своего шикарного Porsche Taycan, идти. Нужно иметь вот минимум 3 карточки. Пикать карточкой, понимать, работает она, не работает, сколько денег и так далее, занято, не занято. Когда в Тесле вы сразу же, когда едете, вам показывает навигация, сколько занято, сколько свободно. Вы точно понимаете, что там их 6 штук. Вы точно понимаете, что они все работают и что у вас не возникнет каких-то дополнительных неудобств, ну, чтобы зарядиться. То есть к чему это я? К тому, что Tesla это не просто... вон, смотрите, на меня нет... То есть вы платите изначально за экосистему, которой ни в одном другом электрокаре пока что даже не предвидится. Это опасная штука, друзья, потому что если Tesla будет развиваться и монополизировать, и так зажимать весь рынок электромобилей, то, ну, слушайте, у нее не будет конкурента. А если не будет конкурента, то это монополист. А монополист, какой бы он добрый, хороший, приятный, веселый не был, в лице Илона, естественно, но это всегда плохо. Как бы мы ни топили за Теслу, я против того, чтобы Тесла была монополистом. Я за то, чтобы были еще другие крутые электромобили со своей экосистемой, которую мы сможем с удовольствием покупать. Приехали мы на место и припарковались возле зарядок. Но, по крайней мере, на планшере написано, что вот этот столбик – это зарядка. И вот он такой умный. Здесь вот нарисовано зарядка 22 киловатт, бесплатный интернет. И так они аккуратненько спрятаны, что как будто бы это козырек, который защищает вот эту кнопочку. Вот она, легендарная. Она еще вся в наклейках. Так, это Михаил, который организовал встречу нам. Hello. Hi, hello. Здесь вот подписано. Рекорд. И сейчас на данный момент 923 880. И обратите внимание, почти 1 000 000 километров. Здесь у нас появилась протертость. Вот такая вот, потому что, ну, в общем, это может быть. Подлокотник. Отлично. Эта часть. Отлично. Да, в принципе, вся машина сама по себе. И руль.
You don't change this? No. И руль весь отличный. Это учитывая, что у машины нет даже автопилота. То есть, ну, руль затерт в такой в лак. Да, и все в середине, на втором ряду то же самое. Даже пластики вот здесь, вот все. Слушайте, ну как-то очень аккуратно выходит. Это у нас P85. Бампер помотовел. Здесь видно, скольчики подкрашены. Здесь сколов особенно нет. Ну вот видно такие вот они. Такие пошли. Also нормально Gebrauchsspuren. Ja. Ну, на самом деле, нигде никакой коррозии, ничего. Все остальное в родной краске. Вот смотрим, как выдерживает лакокрасочное. Стекло родное, никакой бронировочной пленки. Нет, ничего. Все полностью, ну, здесь понятно, сзади. Но, кстати, бампер немножко помотовел и в этих частях. То есть везде, там, где пескоструит, везде немножко помотовил. Пластик. Все, ничего не поцарапано, здесь нормально. А вот видите, вот такие вот пупырышки, которые часто попадаются у нас на машинах 2013 года, они в основном из-за жары. То есть вот здесь машина находится в таком же климате, как у нас, в умеренном. Все это практически в идеальном состоянии. Только вот место посадки подерто немножко. Но это можно или перешить, или меняется вот эта вся часть целиком. Вот такая она вся брендированная, обклеенная. У нас тоже. Но нам особенно нечем похвастаться. Вот такую наклейку надо наклеить. Чтобы она проезжала больше. То есть это реально в Турин, Шанхай, Лос-Анджелес? Это был, это был спонсор, и они ездили... Вот водишь с собой, чтобы показывать людям, мне нужна такая зарядка. Когда ты не понимаешь языка. Показываешь, и они тебе I находят. have this to put in this. Ага, я понял, да. Вот когда проблемы с языком, просто вот... Так это получается по 500 километров в день в среднем? Или больше? Сколько в среднем? Да. Больше 500 километров в день? Серьезно? Просто так для себя? Обратите внимание, что колеса наши любимые 21-е. Он 3 атмосферы накачивать, и будет вам счастье. Видите, человек ездит 900 тысяч на 21 колесах. Просто многие наши клиенты меняют сразу на 19-е. 21 колеса больше потребляют электричество, Да. и шины дороже. Да, и Да. они быстрее снашиваются. Да, Вот. я Но, все это знаю, я как бы люблю нормально. 21 колеса. First battery with 380,000 kilometers. Ага, Окей, 300, первая батарея 380 тысяч он поменял. 380 тысяч первая батарея. Ага. Then I А had a это longer постоянно была зарядка до полного? Постоянно до полного? Или... Laut 1% aller Ladungen nahe 100%. А как это произошло? Как вы поняли, что надо менять батареи? Hat Das- angezeigt Fehler und hat nur noch auf 15% geladen. Он говорит, что показала Ага. ошибку в батарее, и Ага. она заряжалась только до 15%. Вот поэтому. А, все, ошибка батареи и... Ну, это по гарантии вы поменяли или не по гарантии? Как Гарантия. это? Is it warranty? Yes. То есть это вторая батарея, которая тоже уже приехала приблизительно 380 тысяч. Это вторая 380. У нас не складывается. Да, у нас не у нас складывается. получается 320 и 380. Это не 900. Да. Я, конечно, не мощный математик. До 530 тысяч, и А, третья батарея... мы не так уже- считаем. Да, мы не считаем, так получается, мы считаем до 520 Да. тысяч. Это проехал, получается, почти Да, 200 тысяч Вторая километров. батарея, да, все. Да, А, и и, потом и пошла теперь третья. сходится, да. И вот Третья, это 380, да. то есть вот это она проехала 380, и она была, и она еще и бэушная. Она бушную универсальная, сейчас 90% осталось. Hatte No. nur von 1% auf 24. 600 тысяч, 623 Он тоже тысячи в в Родстере. пятерке Он на нем рекордсменов тоже в мире. катается одновременно, да. И там же А 623 тысячи. Дан gucken wir weiter. Я. Это ростер, вот этот ростер прошел 600 тысяч? Да, это самый больше всего пробегов в мире на этом ростере. Это куда вы ездите? Я не могу понять. Михаил, сколько вы проезжаете в день? Am meisten Kilometern von den Roadstern. 40-50 километров. 40-50 километров в день. Ну так, чтобы поняли люди, что не все немцы проезжают по 500 километров, по 1000 километров в день, то есть все нормально. Просто в этой семье так вышло, вот 600 прошла 1000 километров и 900, ну уже 23 тысячи километров. Ну, грубо говоря, это вторая батарея, потому что вторая батарея же не закончилась. Ну То есть ее забрали, то есть своей смертью умерла только самая первая батарея. Да. Да. И это А машина какого года? Auto
13-го? 13 Baujahr. 13-го, да? Да, 13-го, да. How many engine you... Now I got a new engine. Что произошло с первым двигателем? Он As шумел? Now it gets noisy. А, Шумный Такой был. Это подшипники, Классика. да. Ну, мы бы вам поменяли подшипники за $1000, и вы поехали дальше. Но зачем, если Tesla поменяла весь двигатель? Первый двигатель просто был плохой, второй двигатель подшипники свистели, а третий вот сейчас вот стоит. Третий 600 тысяч прошел. Первые два потерялись, скажем так, на 300 тысячах. No 300 meaning. тысяч они потерялись. What the warranty you have? 8 years А, without це kilometers. Ohne 8 лет Kilometerbegrenzung. без километров. 8 лет без ограничения Да, пробега. без ограничений. Ich kann No, nur what, die Millionen machen und mehr. Ich habe immer 8 Jahre Garantie. Окей, Das war он, bei den ersteren so. окей. Он может миллион сделать и больше, не имеет значения, у него 8 лет. Вот я хочу, чтобы вы запомнили вот этого человека, потому что каждый из вас хочет быть на его месте. 1 000 000 километров, вообще ничего, ни с машины, ни заправлял, ничего, все. What about your next car? If you thinking about this? First I want to do the million miles. Yeah, of course. Thinking about a Model 3 for the family. Окей, Толь. Он хочет потом, когда он доедет до миллиона, он Да. хочет себе взять тройку для его семьи. Мгм. Он на ней ездить не будет. Он дальше продолжит ездить на этой эске. Он сказал, что она уже не продается. Ну, понятно, да, это музейный экспонат. И получить вскоре, когда эта батарейка умрет, гарантия еще есть, получить батарейку нового поколения И далее ездить. и далее You should be know how much money you saved with this car. Если вы ездите на машине с такой же мощностью. Соль? Ich könnte mir locker den neu kaufen dafür. Он говорит, что он без проблем за те же деньги мог бы еще такую одну купить. Он говорит, что так как он не платил ни за замену батареи, ни за замену да. мотора, ни в основном он не платит за суперчарджер, он очень редко платит за зарядку, если там суперчарджера нет. Мгм. То есть за эти деньги без проблем можно было бы еще одну купить. Он говорит, что он менял по подвеске немного, это за Да, свои да. деньги он менял, и он Ага. менял тачскрин. А, тоже. все-таки вот, ну наконец-то. Да, А то у меня вообще пришли. совсем плохо стало, я думаю. Все вместе он потратил где-то 12 тысяч евро на это. Про страничку в Facebook. Там есть такая классная картинка, там где Volkswagen, и потом как бы пещерный человек развивается и переходит к Тесле. Ага. Какое отношение к немецкому автопрому и как кажется скоро немецкий автопром сможет ответить, в общем, что-то сделать подобное? Ja, ich fahre viel und Ja, окей, сори. Что-то я понял, мы на нужный вопрос попали. Да? переведем. Он говорит, что немецкий автопром, они как бы пытаются что-то сделать, но так как еще не хватает нормальных зарядок, так как это еще сложно, потому что здесь бывает работает, бывает не работает зарядка. Да? И они еще пытаются толкать, обычные на ДВС Ну да, да. автомобили очень много, и пока недостаточно в это все дело инвестируют, поэтому это очень долго тянется. Еще очень высокие цены на автомобили такие, и люди пока не готовы пересаживаться массово с одного на второй. И как бы он говорит, что Audi экспериментирует сейчас с e-tron, но он бы назвал это экспериментирует. Я понял, окей. Да, и как бы он не знает, через сколько времени это все может поменяться, да, там за пару лет, наверное, они больше будут что-то делать, но сейчас как бы вот такая вот ситуация. aber Tesla investiert. Tesla инвестирует, а Да, Volkswagen зарабатывает, в ТРМ зарабатывает. Да, они Всё. еще продаются в обычные автомобили. Он говорит, что все говорят постоянно, что Тесла уже мертва или скоро Ну да, будет да, да. мертва. Она и мертва. Мертвая стоит. Да, но она инвестирует тем временем и как бы развивается, да. и очень хорошо работает система суперчарджеров, то есть лучше, чем обычные такие вот зарядки. Ага. Они в основном всегда работают, суперчарджеры. Да. Эти публичные зарядки, они работают не всегда. Ага. Плюс, например, чтобы ездить по немецким дорогам без суперчарджеров, нужно иметь вот минимум 3 карточки. Вот это про что я говорил, да. Только на эту землю. Если мы берем Баден-Вюртемберг. Это 3 карточки и
И как это вообще И будет? это стоит денег. Ну, естественно. Вот он говорит, что он пошел заряжаться на родстере, Ага. и ему за месяц пришел счет на 140 евро. Потому что ездит он много. So viel. Ага, ну окей. А здесь, например, ты платишь меньше всего это 29 центов за киловатт. Ну, то есть такое. Да, как бы не очень. Есть зарядки на автобане, на каждом съезде уже есть зарядки. Я вижу, но они все разные, да. Да, Они все нету- разные, их нету мало. единой сети. Это еще старая. Вот еще. А Вот ЕНБВ. АНБВ Вот и нет New ЕНБВ. Motion, Вот и New хотя Motion. у него тоже есть. Мы вам можем сбросить километраж. Ну тут скорее надо накрутить. Да ну Мы, да, в общем, не продумали этот момент. И Потому что вот они должны- наша жалуется владелец помогали. на то, что здесь 10 Е вместо 100 тысяч киловатт. Конечно, да. Некрасиво. Папа, То есть вот так вот оно идет. За 7000 1200, за я бы schon mal 619 больше nachgefragt, 10 da тысяч kann man- киловатт. Подведем итог. Хансерга мы помучили. Миша, огромное спасибо, что организовал встречу, потому что Хансьорг на меня в Фейсбуке он не реагировал. Но мало ли сколько городских сумасшедших, которые хотят пощупать машину, которая прошла 900 тысяч километров. Миша сделал так, что на его родном языке он на нас отреагировал. Она и есть его хобби. То есть он, все, что он делает, это он путешествует на машине. Итог такой, что машины лучше покупать с года 15-го, потому что у них уже более восприимчивы к большим пробегам батареи, двигателя. И главное другое, как часто вы вообще видите машины, которые прошли 900 тысяч, выглядят вот примерно так, и владельцев, которые счастливы от того, что они проехали в этих машинах 900 тысяч километров. Поэтому подумайте об этом и подписывайтесь, а мы покажем вам еще много интересных машин. Надеюсь, чуть с меньшими пробегами.